1996 году праздновалось столетие Домры. Казалось бы, всего лишь 100 лет. Так мало, такой молодой инструмент. Однако это не совсем так. Дело в том, что домра была очень распространена на Руси, особенно в XVI и XVII веках. Первые упоминания о домрах относятся к XVI веку. В поучениях митрополита Даниила, это документ, который датируется 1530 годом, написано о том, что на домрах, наряду с игрой на гуслях и смыках, то есть гудках, играли служители православного культа, пресвитери, дьякони и их помощники и подьякони. А в XVII веке в Москве даже существовал целый домерный ряд, где продавались в больших количествах домры, а также струны к ним. Все мы знаем о том, что существовала государева потешная палата, и домра звучала при дворе. Записи потешной палаты 1620-х и 40-х годов свидетельствуют о частой выдаче домрачеям денег из государственной казны на домерные струны. Так, например, согласно документам того времени, в 1634 году в домерном ряду куплено за 49 копеек 6 домер потешных в хоромы царевны для потехи. В 30-е годы XVII века в таможенных книгах северных русских городов, таких как Устюг-Великий, Сольвычегодск, Тотьма, можно встретить, например, такие записи. В 1633 году, сентября в третий день, ярославец Семен Федор Огладаев явил товару 3000 струн домерных. В 1634 году, сентября в третий день, усолица Степан Шиинский явил товару 1000 струн домерных. Все эти записи свидетельствуют о том, что было налажено производство в больших количествах не только струн, но и, конечно же, инструментов. Однако вскоре домра была забыта. Это произошло во второй половине XVII века. Она была не просто забыта, она была запрещена. Почему так произошло? Дело в том, что испокон веков на Руси существовали скоморохи. И служители православного культа, они были категорически против скоморохов. Дело в том, что скоморохи, они также высмеивали служителей православного культа. В 1551 году состоялся Московский собор. И в решениях этого собора, которые составили 100 глав, он так и назывался, 100 глав, митрополит Иосаф обратился к государю с настоятельным предупреждением. Он написал так: «Бога ради, государь, вели их извести, то есть скоморохов, чтобы не было их в царстве твоем, се тебе, государю, великое спасение». Исторические документы свидетельствуют о том, что власть запрещала инструментальную игру скоморохов. И если поначалу запреты не столь строги, то к началу XVII века они усиливаются. А к середине XVII века, когда усиливаются крестьянские восстания, запреты становятся еще более суровыми. И вот, наконец, в 1648 году последовал высочайший указ царя Алексея Михайловича, который назывался «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий». Он был разослан воеводам всех русских городов. Алексей Михайлович предписывал: а где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, то есть театральные маски, и всякие гудебные сосуды, и ты б те бесовские велел выимать, и, изломав, те бесовские игры велел сжечь.
о которой люди ото всего богомерзкого дела не отстанут, и вы б тех ослушников велели бить батоги. И, к сожалению, русские народные инструменты безжалостно уничтожались и разбивались. Есть такой широко известный факт, как 5 груженных доверху телег музыкальными инструментами были вывезены за Москву-реку и там публично сожжены. Таким образом, домра исчезла. И исчезла не просто домра, а даже было запрещено не только играть на домре, было даже запрещено само слово домра. Изображений древнерусской домры в печатных изданиях того времени практически не сохранилось. Есть только один рисунок из книги Адама Алиария «Скоморохи на Ладоге». Однако в рукописных книгах оказалось много изображений домры. Это так называемые лицевые или иллюстрированные псалтири, Евангелия и так далее. Благодаря лицевым книгам мы выясняем, что древнерусская домра существовала в 2 разновидностях. Первое – это домра, близкая к современной домре, и вторая разновидность – это домра больших размеров, то есть лютнеобразная, лютневидная, видимо, с большим количеством струн и отогнутой назад головкой. Также можно сделать вывод о том, что домра существовала в разных тесситурных разновидностях, поскольку мы видим изображения более маленьких домр и более больших. В 1896 году сестрой одного из сподвижников Андреева в Вятской губернии был обнаружен древнерусский струнный инструмент с овальным корпусом. И Андреев интуитивно предположил, что это и есть древнерусская домра. И сразу же мастер Семен Налимов начал вести работы по реконструкции древнерусской домры. И к сентябрю того же года уже в коллективе Андреева появились 2 домры – малая и альтовая. А в 1898 году в коллективе Андреева уже были представлены все виды современных тесситурных разновидностей домры. Это пикколо, малая, альтовая и бас. В начале 1900-х годов Андреев попытался ввести в свой коллектив также теноровые и контрабасовые домры, но они не прижились, видимо, из-за просчетов в конструкции. А в 1908 году мастер Григорий Любимов в содружестве с мастером Буровым создали другую разновидность домры – 4-струнную домру. Итак, на сегодняшний день существует 2 разновидности домры – 3-струнная и 4-струнная. Эти разновидности имеют свои тесситурные разновидности. Например, как я уже сказала, домра малая, домра пикколо, домра альт и бас. Вот сейчас я вам их покажу. Вот это домра малая. Это основной инструмент народного оркестра. Домра малая – это концертная домра, на ней развито концертное исполнительство, а также 3-уровневое обучение в музыкальной школе, в музыкальном училище и в консерватории. Вот это домра пикколо, то есть маленькая домра. Она в оркестре одна. У нее такой резкий пронзительный звук, что ее вполне достаточно одной на весь оркестр. Она очень часто дублирует малые домры в октаву, а также играет самостоятельные соло. А это домра альт. Она играет октавой ниже, чем малая домра. Кстати, на ней тоже развито концертное исполнительство. Ее мягкий глубокий тембр просто завораживает.
это басовая добра. Она звучит очень глубоко. Это как виолончель в симфоническом оркестре.